Всем любителям творчества привет! А с вами я, Ксения Назарова, и творческий канал «Красота в деталях». Говорят, в полевых цветах есть особая простота и прелесть. Поэтому сегодня в нашем уроке я предлагаю вашему вниманию сделать прекрасный василек яркого пронзительно-синего цвета, небесного, и ознаменовать этим приближение совсем скорой весны. Это изделие не очень затратное по материалам. Состоит оно из атласной ленты шириной 2 см зеленого цвета и тонкой ленты органзы синего цвета шириной 13 мм. Давайте начнем наш видеоурок. Так, друзья, сегодня будем делать вот такой симпатичный маленький василек из ленты органзы. Диаметр моего василечка 5 сантиметров. Для изготовления одного цветка нам понадобится ярко-зеленая лента атласная шириной 2 сантиметра и тонкая лента органза синего василькового цвета шириной 12 миллиметров. Для одного василька нам нужно сделать 14 лепесточков из синей ленты органзы. Длина отрезка для того, чтобы сделать нам лепесток, 5,5 сантиметров. Итак, первым делом мы берем в руки отрезочек и оплавляем краешки. Делаем это очень быстро, потому что лента органза очень быстро оплавляется, буквально прихватить. А теперь складываем отрезок пополам, затем складываем его еще раз пополам вдоль ширины и держим сгибом. Сгиб у нас с правой стороны. Вот эту серединку захватываем на уголок пинцетом и приплавляем. Теперь, когда мы держим к себе лицом нашу заготовочку, у нас здесь два слоя ленты. Верхний слой и нижний. Верхний слой ленточки мы смещаем вверх на 3 миллиметра примерно. Здесь получается небольшой горбик. И теперь при помощи пинцета находим у основания наших двух слоев серединку и, захватывая пинцетом, складываем ровно напополам. Когда мы это сделали, теперь нам нужно подровнять ножницами, срезать все лишнее и привести все слои ленты к одной длине. После чего мы зажимаем пинцетом и подплавляем ленточку и скрепляем наш лепесточек. Вот такой вот лепесточек у нас получился. Объемный, легкий. Еще раз приплавляем с двух сторон. Складываем пополам. Затем складываем еще раз пополам вдоль ширины. Захватываем серединку, там где сгиб, пинцетом на уголок и приплавляем. Верхний слой ленточки смещаем наверх на 3 миллиметра примерно. И у основания также складываем наш лепесточек пополам. Можно помогать себе пинцетом. Таким вот образом. Срезаем лишнее. Все слои ленты должны быть на одном уровне. И приплавляем огнем зажигалки, скрепляя наш лепесточек. Внизу нашего василька будут также маленькие листочки, тонкие, ярко-зеленого цвета. Для этого я взяла атласную ленту шириной 2 сантиметра и отрезала
Отрезок 5 сантиметров. А теперь мы найдем серединку и краешки загнем к серединке. Вот такой вот самолетик должен у нас получиться. Загибаем к серединке и еще раз складываем две стороны вместе. Подрежу ленту у начала нашего треугольника и обязательно разогреем огнем и склеим основание нашего лепестка будущего. А здесь также можно на верхушечке, где место сгиба, тоже зафиксировать, разогрев огнем. И лишнее мы сейчас срежем. Мне нужен очень тоненький лепесточек, такой как ниточка, и поэтому можно оставлять больше, но я срежу сейчас по максимуму и приплавлю огнем. Помогаю себе пинцетом, чтобы не обжечь пальчики, и обязательно приплавить ленту огнем. Вот таких вот тоненьких листочков нам понадобится тоже 7 штук. В васильке будет 2 ряда синих лепесточков. Горячий пистолет у меня уже включен. И теперь что мы делаем? Первый ряд мы будем прокладывать синие лепестки вот такими зелеными лепесточками. Буду подклеивать их по бокам каждого синего лепестка на маленькую капельку клея, максимально маленькую. Клеим сбоку теперь синий лепесточек. Теперь 5 зеленый. Цветочек очень маленький, поэтому работа кропотливая. Никуда не нужно торопиться. И шаг за шагом аккуратно подклеивать лепесток к лепестку. И тогда все получится. Можно склеить сначала одну половинку, потом добавить другую половинку.
6 лепесточков у нас уже есть, и последний я оклею зелеными листиками с двух сторон и помещу в серединку. Ждем, когда клей остынет, подсохнет, схватится. Вклеим ровно в серединку нашего василька. Первый ряд готов, и теперь будем в шахматном порядке подклеивать лепесточки второго ряда. Между двух синеньких лепестков клеим тоже синий лепесток второго ряда. Вот на спинку лепестка нанесу капельку клея. Органза очень легкий материал, поэтому достаточно капли клея, чтобы закрепить лепесток на цветочке. И таким же образом доклеиваем все остальные лепесточки. Наношу клей и сбоку лепестка, и на спинку лепестка. Помогаю себе пинцетом, если нужно. И место для последнего лепесточка. Наношу капельку клея по бокам лепестка. И наш василек готов. Несмотря на то, что он очень маленький, легкий, невесомый, за счет своего цвета он очень яркий и добавит прическе свое очарование, если это будет маленькая заколочка для девочки. Однако мне захотелось сделать брошкой. Вот у меня есть заготовка брошь-игла, и я подготовила фетровый кружочек. Диаметр моего кружка 2,5 сантиметра. И что я сейчас делаю? Сделаю небольшой прокол почти у основания фетрового кружочка и подклею его к основе на термоклей.
Это будет изнанка нашего цветочка, нашей брошки. Теперь нанесу клей на кружок или на основу и подклею изнанку цветка. Друзья мои, если вы хотите сделать у этого василька какую-то красивую серединку, и она у вас есть, например, стразу или полубусина, можно также вставить несколько тычинок в серединку цветка, то можно это сделать. Но мне захотелось оставить так, как есть, просто синий цвет. Проявите творчество, возможно, вы дополните чем-то. Этот цветочек можно использовать на ободках, включать в цветочные композиции. В любом случае смотрится прекрасно, и органза – это замечательный, невесомый, легкий материал, который смотрится очень воздушно. Вторую заколочку, второй цветок можно посадить на заколку, что я сейчас и сделаю. Опять же, у меня кружочек из ленты бархатной вырезанный, он более тонкий, чем фетр, и укреплю на зажим этот кружок, а к нему уже буду крепить сам василечек. Маленькая невесомая заколочка. Можно будет прибрать челку, украсить прическу. Наношу и на заколку клей, и на сам кружок. Такая заколочка, несомненно, подчеркнет весеннее настроение, а весна уже не за горами. Поэтому, друзья мои, если вам понравилась моя идея васильков, делайте, пожалуйста, себе такую же красоту. Если у вас будут какие-то новые идеи, дополнения, пишите мне в комментариях. Буду рада услышать альтернативное мнение. Оставайтесь со мной, ставьте лайк, если вам понравился мой видеоурок. И до новых творческих встреч. Пока-пока.